Вы когда-нибудь задумывались, как обычная девушка из Измира смогла взорвать весь турецкий телеэфир и стать именем, от которого сегодня сходят с ума миллионы? Джемри Байсел – это не просто актриса, это тайфун, сметающий рейтинги, сердце и даже карьерные судьбы вокруг себя. За ее улыбкой скрываются секреты, о которых таблоиды шепчут, а продюсеры предпочитают молчать, и именно сегодня мы приоткроем эту завесу. Почему именно она стала лицом целой эпохи, и какие закулисные игры привели ее на вершину? Была ли игра судьбы счастливой случайностью или частью куда более хитрого плана? И что на самом деле происходит в ее жизни, когда камеры выключаются? Если вы думаете, что знаете все о Джемри Байсел, приготовьтесь удивляться, потому что самые громкие и неожиданные факты еще впереди. Оставайтесь со мной до самого конца, потому что в этом видео вас ждут сенсационные подробности, тайные повороты и истории, которые меняют взгляд на ее карьеру. Здесь будут откровения, от которых захватывает дух, и детали, о которых не пишут в официальных биографиях. И поверьте, после этого выпуска вы будете смотреть на Джемри Байсел совсем другими глазами. Джемри Байсел сегодня – это не просто имя в титрах, это вспышка на экране, от которой невозможно отвести взгляд. Джемри Байсел – 13 фактов из жизни и карьеры актрисы звучит как вызов и как обещание, потому что за этими словами скрывается история взлета, где каждая цифра бьет точно в сердце поклонников турецких сериалов. Здесь не будет сухих биографических строк, а только самые сочные, самые громкие и самые интригующие повороты ее пути. Почему именно эти 13 фактов заставили всю Турцию говорить о ней, словно о главной сенсации года? Этот рассказ сразу бросает нас в эпицентр звездной драмы, где молодая актриса из Измира превращается в национальный феномен. Мы пройдем по ее жизни от первых шагов к камерам до красных дорожек и наград, которые блестят ярче софитов. Каждая дата, каждое название сериала и каждое имя здесь, как выстрел, который отмечает новый уровень ее славы. И за всем этим стоит не просто карьера, а судьба, сотканная из таланта, риска и дерзости. Но это был лишь первый удар, потому что впереди нас ждет история, где за громкими цифрами скрываются настоящие страсти, победы и неожиданные повороты. Эти 13 фактов – не просто список, а дорожная карта к пониманию, как Джемри Байсел стала тем самым лицом, о котором сегодня говорят с восторгом и завистью. И если вы думаете, что знаете о ней все, то приготовьтесь удивляться, потому что этот путь куда драматичнее и ярче, чем кажется на первый взгляд. Ее история начинается не на съемочной площадке, а в солнечном Измире, где 5 февраля 1999 года на свет появилась девочка, которой было суждено всколыхнуть весь турецкий телеэфир. Именно в этот день родилась Джемри Байсел, и астрологи тут же бы сказали, что под знаком Водолея редко появляются обычные люди. Этот знак будто шепчет о бунтарстве, таланте и внутреннем огне, который невозможно потушить. Случайность ли, что именно она позже станет одной из самых обсуждаемых актрис своего поколения? Измир, город ветров и морских горизонтов, словно подарил ей жажду свободы и стремление к яркой жизни. Там, среди шумных улиц и синего Эгейского моря, формировался характер будущей звезды, которая еще не знала, какие софиты ее ждут впереди. Дата ее рождения сегодня фигурирует во всех фанатских сообществах, а знак зодиака Водолей стал почти легендой среди поклонников. Многие уверены, что именно в этом кроется секрет ее притягательной и непредсказуемой натуры. Но это был лишь первый намек на судьбу, потому что за сухими цифрами и географией уже скрывалась история, готовая взорваться сенсациями. Кто бы мог подумать, что девочка, родившаяся в Измире в феврале 1999 года, однажды станет именем, которое будут шептать и обсуждать миллионы зрителей. И это только начало ее пути, полного тайн, поворотов и неожиданных взлетов. За этой глянцевой славой скрывается куда более интригующая правда. Джемри Байсел росла не среди обычных школьных тетрадей, а среди красок, холстов и разговоров об искусстве.
Ее отец Джингиз Бей и мать Юлия Ханым будто с самого начала знали, что их дочь не будет жить серой жизнью, и поддерживали каждый ее творческий порыв. Пока другие дети играли во дворах, она часами пропадала с кистями и карандашами, словно готовилась к будущей роли, о которой тогда еще никто не догадывался. И разве это не похоже на заранее написанный сценарий судьбы? Сама Джемри позже признавалась, что росла с красками, кистями и карандашами, и эта фраза сегодня звучит почти как манифест ее жизни. Живопись стала для нее не просто хобби, а настоящей страстью, которая формировала ее взгляд на мир и людей. Именно поэтому ее эмоции на экране выглядят так выразительно, словно написанные рукой художника. Газеты и фанаты любят повторять, что в ее взгляде всегда есть что-то нарисованное, словно тайный штрих судьбы. Но это был лишь тихий пролог к большой истории, потому что эта любовь к искусству повела ее дальше, чем кто-либо ожидал. Джемри Байсел поступила в Эгейский университет и получила специальность преподаватель изобразительного искусства, выбрав путь, который выглядел куда спокойнее, чем жизнь под софитами. Однако именно там ее талант оттачивался, как лезвие, готовое однажды вспыхнуть на экране. И кто знает, не закладывался ли именно в университетских аудиториях тот самый образ будущей звезды, о котором сегодня пишут самые дерзкие таблоиды. И вот здесь судьба решила сыграть с ней в дерзкую игру, перевернув все планы одним единственным звонком. В 16 лет Джемри Байсел получила предложение от свадебного салона своей тети, и это была всего лишь обычная модельная съемка, которая должна была остаться маленьким эпизодом в ее жизни. Никто тогда не мог предположить, что этот безобидный выход перед камерой станет первой трещиной в двери, ведущей к большой славе. Но разве не так всегда начинаются самые громкие истории? Она не мечтала о подиумах и вспышках, не строила планов покорять шоу-бизнес, и именно в этом кроется главная ирония ее судьбы. Одна фотосессия, один случайный шаг, и перед ней открывается мир, где каждое движение может превратиться в заголовок таблоида. Камера будто сразу узнала в ней нечто особенное, и этот взгляд уже невозможно было стереть. Газеты потом напишут, что в тот момент звезда просто не могла не родиться. Но это был лишь первый сигнал грядущего взрыва, потому что случайная модельная работа вскоре приведет ее туда, где решаются настоящие судьбы. Как часто жизнь выбирает нас раньше, чем мы сами успеваем что-то выбрать? Именно с этого невинного эпизода началась цепочка событий, которая навсегда изменит имя Джемри Байсел и сделает его узнаваемым далеко за пределами родного Измира. Почти сразу после той судьбоносной встречи с камерой Джемри Байсел шагнула туда, где мечты либо рушатся, либо превращаются в легенды. В 15 лет она появилась в сериале «Зеленое море» на канале TRT-1 в 2014 году, получив роль Гонджи Макаши, и для юной актрисы это было похоже на прыжок в холодную воду. Она еще была подростком, но уже стояла под прицелом тысяч глаз, готовых судить каждый ее жест. Разве не с таких испытаний начинаются настоящие звездные биографии? Этот проект стал для нее суровой, но бесценной школой, где каждую сцену приходилось отрабатывать как экзамен. Камеры не прощали ошибок, а партнеры по площадке уже были закаленными профессионалами, рядом с которыми нельзя было теряться. Именно там Джемри училась держать удар, контролировать эмоции и превращать волнение в энергию. Газеты потом писали, что в «Зеленом море» родилась не просто актриса, а характер. Но это был лишь первый камень в фундаменте ее будущей империи, потому что этот ранний опыт открыл ей двери, о которых многие только мечтают. Роль Гонджи Макаши дала ей не только первые аплодисменты, но и понимание, что сцена и камера – ее истинная территория. С этого момента путь назад уже был закрыт, и жизнь Джемри Байсел начала стремительно двигаться к большим экранам и громким заголовкам. После первых аплодисментов и первых громких разговоров о молодой звезде для Джемри Байсел начался самый коварный и самый важный этап – годы настоящей закалки. Период с 2017 по 2020 год стал для нее не красной дорожкой, а полосой препятствий,
где каждый проект проверял, выдержит ли она давление профессии. В это время она словно намеренно бросала себя в разные жанры, будто хотела доказать и продюсерам, и зрителям, что не собирается застрять в образе милой девочки с экрана. Газеты уже начинали присматриваться к ней внимательнее, а таблоиды шептали, что эта актриса слишком амбициозна, чтобы довольствоваться малым. В 2017 году Джемри появилась в боевике «Безымянные», и этот проект стал для нее жестким контрастом с прежними ролями. Там не было места наивности и мягкости, там царили напряжение, риск и суровая мужская энергия, в которую ей пришлось вписаться. Молодая актриса буквально пробивала себе дорогу в кадре, доказывая, что способна быть убедительной не только в лирических сценах, но и в мире опасностей и интриг. Многие критики тогда удивленно отмечали, что за хрупкой внешностью скрывается неожиданная сила. Но это был лишь первый удар в серии профессиональных испытаний, потому что в том же 2017 году она шагнула в еще более серьезный и требовательный мир, историческую драму «Право на престол» Абдул-Хамид. Этот сериал переносил зрителей в эпоху дворцовых заговоров и политических бурь, и здесь каждая сцена требовала точности, сдержанности и глубины. Для молодой актрисы это было как попасть в закрытый клуб элиты турецкого телевидения, где нельзя позволить себе ни одной фальшивой ноты. Джемри пришлось учиться говорить не только глазами, но и молчанием, что куда сложнее. Пока одни ее ровесницы искали легкие романтические проекты, она осваивала сложные роли, которые не прощают ошибок. «Право на престол» Абдул-Хамид шел с 2017 по 2018 год, и именно там Байсел постепенно начала превращаться из перспективной новичка в актрису, с которой начали считаться. Журналисты все чаще писали, что она не просто украшает кадр, а действительно создает персонажа, и это звучало как скрытая похвала в мире, где внешность часто важнее таланта. Для таблоидов это было настоящей находкой, молодая, красивая и при этом опасно умная. Но это был лишь очередной виток ее закаливания, потому что впереди ждал новый, еще более жесткий жанр. В 2020 году Джемри Байсел вошла в мир криминальной драмы «Рама», где царили мрак, жестокость и сложные человеческие отношения. Там не было места легкости, и каждый персонаж будто нес на себе груз собственных трагедий. Для нее это стало испытанием на эмоциональную выносливость, ведь такие проекты требуют полного погружения и умения проживать чужую боль. Сериал «Рама» стал для нее своеобразным экзаменом на зрелость, где уже нельзя было прикрываться молодостью или неопытностью. Зрители видели, как актриса с каждым эпизодом становится увереннее, а ее игра глубже и опаснее для соперников по кадру. В этот период Джемри уже не воспринимали как случайную находку, ее имя все чаще звучало в списках самых перспективных актрис Турции. И это уже был не комплимент, а факт, который невозможно игнорировать. Но это был лишь первый акт большой трансформации, потому что именно между 2017 и 2020 годами закладывался тот самый фундамент, который позже позволит ей взлететь по-настоящему. Она прошла через боевики, исторические драмы и криминальные сюжеты, словно собирая коллекцию профессиональных шрамов. Каждый проект добавлял ей веса в индустрии и оттачивал ее мастерство, как камень, который шлифуют волны. Именно в эти годы Джемри Байсел перестала быть просто многообещающей девочкой и начала превращаться в актрису, способную выдержать любой сценарий. Пока публика видела лишь фрагменты ее пути, внутри этой карьеры шла настоящая борьба за место под солнцем. Она училась не только играть, но и выживать в мире, где конкуренция беспощадна, а внимание прессы может быть как благословением, так и ловушкой. И каждый новый проект добавлял ей не только опыта, но и репутации, которая становилась все более громкой. В эти годы рождалась та самая Джемри Байсел, которая позже взорвет экраны и заставит миллионы говорить о себе с восхищением и легким страхом перед ее силой. И вот после лет напряженной работы, сомнений и закулисных битв судьба наконец решила выдать Джемри Байсел ее первый по-настоящему громкий козырь.
В 2018 году на экраны вышел сериал «Не отпускай мою руку» на канале TRT-1, и именно он стал тем самым трамплином, который выбросил ее из разряда перспективных новичков в зону настоящего внимания. В роли Милис Челлен она впервые показала, что способна удерживать на себе не просто камеру, а интерес миллионов зрителей. Телевизионные рейтинги росли, а вместе с ними росло и ее имя, которое все чаще мелькало в заголовках. Милис Челлен стала для нее не просто очередным персонажем, а символом нового этапа, где каждая сцена превращалась в демонстрацию уверенности и харизмы. Критики заговорили о ней как о восходящей звезде, и это уже звучало не как аванс, а как признание реального успеха. Фанаты начали узнавать ее на улицах, а продюсеры присматриваться с куда большим интересом. Именно в этот момент Джемри Байсел перестала быть тенью чужих проектов и начала формировать собственный бренд. Но это был лишь первый мощный удар в череде грядущих триумфов, потому что успех «Не отпускай мою руку» открыл для нее двери, которые раньше были наглухо закрыты. Роль Милис Челлен показала, что она может быть не только сильной актрисой, но и магнитом для аудитории, а это в мире телевидения ценится дороже золота. За кулисами уже говорили, что на турецком небосклоне зажглась новая звезда, и ее свет становится все ярче. С этого момента карьера Джемри Байсел начала двигаться по траектории, которая редко позволяет свернуть обратно. Но если «Не отпускай мою руку» открыл ей дверь к славе, то именно сериал «Бато Юну», известный зрителям как «Игра судьбы», в 2021 году сорвал их с петель и превратил Джемри Байсел в национальный феномен. Этот проект на канале Ди стал настоящей телевизионной лихорадкой, о которой говорили в домах, кафе и на страницах всех светских хроник. В роли Ады Тёзюн она не просто играла, она словно влюбляла в себя всю страну одним только взглядом. Рейтинги взлетели, фан-клубы множились, а ее имя превратилось в главный магнит для публики. Экранный дуэт с Айтачем Шашмазом стал настоящей сенсацией, потому что их химия была такой, что ее невозможно было подделать. Зрители обсуждали каждый их жест, каждую паузу, будто наблюдали за реальной любовной историей, а не за сценарием. Таблоиды тут же подхватили эту волну, превращая партнеров по сериалу в главных героев светской хроники. Романтика на экране и за его пределами сделала «Игру судьбы» не просто сериалом, а культурным событием года. Но это был лишь первый удар в шквале триумфов, потому что вслед за любовью публики пришло и официальное признание индустрии. В 2021 году Джемри Байсел получила награду «Сияющая звезда» на 47-й церемонии Pantone Golden Butterfly Awards, и это звучало как коронация новой королевы телеэкрана. В том же году она была названа лучшей актрисой года в романтической комедии на 7-й церемонии Golden 61 Awards, что окончательно закрепило ее статус суперзвезды. Для актрисы, которая еще недавно считалась просто перспективной, это был взлет, от которого захватывало дух. И вот тогда вся Турция поняла, что перед ней не просто очередная симпатичная актриса, а имя, которое войдет в историю телевидения. «Игра судьбы» превратила Джемри Байсел в лицо эпохи, и ее улыбка стала узнаваемой так же, как логотипы крупнейших каналов. С этого момента каждый ее новый шаг становился новостью, а каждое появление – поводом для обсуждений. Но это был лишь пик первой волны, потому что впереди ее ждали еще более громкие роли и еще более дерзкие повороты судьбы. Но за всей этой телевизионной истерией и блеском наград скрывается куда более опасный секрет ее успеха. Джемри Байсел не просто заучивает реплики и ловит свет камер, она буквально рисует своих героинь, словно холсты в мастерской. В одном из интервью она призналась, что когда-то мечтала стать архитектором, но теперь придумывает персонажей, которых будет играть, и перерисовывает их, и эта фраза звучит как творческий манифест. Для нее каждая роль – это не набор сцен, а композиция, где важны линии, оттенки и внутренний ритм. Ее так называемый «глаз художника» превращает обычный сценарий в живую картину, где эмоции работают как краски, а паузы – как тени.
Джемри умеет выстроить персонажа так, чтобы зритель чувствовал не только слова, но и скрытые слои души, которые не прописаны в диалогах. Именно поэтому ее героини выглядят объемными, будто сошедшими с полотна, а не плоскими телевизионными фигурами. Критики часто отмечают, что она думает как художник, а играет как стратег. Но это был лишь первый намек на глубину ее метода, потому что такое мышление дает ей редкое преимущество. В комедиях она точно рассчитывает ритм, словно расставляет яркие мазки, чтобы вызвать смех и легкость. В драмах же она использует темные и тяжелые тоны, создавая внутреннее напряжение, от которого невозможно оторваться. Этот баланс формы и эмоций делает ее игру опасно притягательной. Именно поэтому проекты вроде «Спаси меня» и «Розы и грехи» звучат в ее исполнении так мощно, будто за кадром работает целая художественная мастерская. Она не просто проживает судьбы своих героинь, а буквально конструирует их, как если бы писала портреты с тайным смыслом. За яркой внешностью скрывается аналитический ум, который разбирает каждую сцену на элементы и собирает их заново в нечто более глубокое. В этом и заключается тот самый секрет Джемри Байсел, который превращает ее из популярной актрисы в по-настоящему опасного игрока на телевизионном поле. Когда волна романтической славы начала немного спадать, Джемри Байсел сделала ход, на который решаются немногие. Вместо того, чтобы бесконечно эксплуатировать образ любимой героини из легких и сладких историй, она выбрала путь куда более рискованный и тяжелый – драму. В сезоне 2023-2024 годов на канале Star TV вышел сериал «Спаси меня», где она сыграла Инджилу Арыкан, и этот проект стал для нее настоящим экзаменом на взрослость. Здесь не было места улыбкам ради рейтингов, здесь нужно было проживать боль, страх и внутренние конфликты так, чтобы зритель верил каждому взгляду. Инджила Арыкан оказалась героиней, далекой от глянца и романтических грез, и именно в этом крылась ее сила. Джемри показала женщину, сломанную обстоятельствами, но не утратившую внутреннего стержня, и это звучало куда мощнее любой любовной линии. Критики отметили, что ее игра стала глубже, тяжелее и опаснее в хорошем смысле этого слова. Для публики это было почти шоком. Та самая звезда комедии вдруг предстала в образе, от которого мурашки бежали по коже. Но это был лишь первый акт ее драматического перевоплощения, потому что в 2024 году она пошла еще дальше. На канале Now вышел сериал «Лейла. Жизнь. Любовь. Справедливость», и само название уже намекало, что здесь не будет легких решений. В этом проекте Джемри пришлось балансировать между эмоциями, моральными дилеммами и внутренними битвами героини, которые не решаются одним красивым жестом. Она словно нарочно выбирала роли, которые ломают привычный образ и заставляют зрителя пересмотреть свое отношение к ней. Эти два проекта, идущие почти подряд, создали вокруг нее совершенно новый ореол. Из актрисы, ассоциирующейся с романтикой и солнечными улыбками, она превратилась в исполнительницу, способную тянуть на себе тяжелые сюжеты и сложные психологические линии. Таблоиды писали, что Байсел взрослеет на глазах у всей страны, и это взросление выглядит пугающе убедительно. Продюсеры начали говорить о ней не как о звезде одного жанра, а как об универсальном инструменте для сильных драм. Но это был лишь первый громкий сигнал, потому что зрители тоже почувствовали эту перемену. Люди, привыкшие видеть ее в легких историях, вдруг увидели актрису, которая может ранить и лечить одним только взглядом. Рейтинги «Спаси меня» и обсуждения вокруг Лейлы показали, что публика готова идти за ней в самые темные и сложные уголки человеческих чувств. И это стало ее главным триумфом. Она доказала, что не боится терять часть старых поклонников ради новых, более глубоких ролей. Хронология ее карьеры в эти годы выглядит как тщательно продуманный марш к зрелости. 2023 стал годом, когда она сбросила образ романтической иконы, а 2024 – временем, когда она закрепила себя как драматическую актрису.
Эти шаги были не просто сменой проектов, а стратегией, направленной на то, чтобы остаться в индустрии надолго и на серьезных условиях. В мире, где многих актрис быстро списывают, Джемри Байсел показала, что умеет обновляться и удивлять. Именно в этот период ее имя начало звучать в профессиональных кругах с новым уважением. Она перестала быть просто любимицей публики и стала фигурой, с которой нужно считаться при распределении главных ролей. Драмы 2023-2024 годов стали для нее тем самым печатью качества, которая подтверждает ее серьезность и художественную амбицию. И за этим переходом скрывается не только талант, но и холодный расчет, который редко встречается у столь ярких экранных звезд. К 2025 году Джемри Байсел подошла уже не как звезда одного громкого хита, а как актриса, за плечами которой целая галерея пережитых ролей и побед. Именно в этот момент на канале стартовал амбициозный драматический проект «Гаur ve Gunror», известный зрителям как «Розы и грехи», и он стал своеобразной витриной ее сегодняшней силы. Здесь она вышла в центр сюжета в роли Зейнеп Джандан, героини, которая на первый взгляд излучает свет, но внутри несет сложные противоречия. Это уже не девочка из романтических историй, а женщина, способная удерживать на себе тяжелую драматическую конструкцию целого сериала. Зейнеп Джандан в ее исполнении выглядит как персонаж, в котором сплелись добросовестность, ранимость и внутренняя решимость. Джемри играет ее так, что каждая улыбка кажется щитом, а каждый взгляд – признанием в скрытой боли. В этом образе нет простых эмоций, все работает на уровне подтекста, и именно это делает роль по-настоящему взрослой. Зрители отмечают, что перед ними актриса, которая больше не боится тишины и пауз, потому что именно в них она умеет говорить громче всего. Партнерство с Муратом Йылдырымом добавило проекту дополнительного веса и напряжения. Их дуэт выглядит не как случайное соединение звезд, а как тщательно выстроенный конфликт характеров, где каждый тянет одеяло драмы на себя. Для Джемри это еще один признак ее статуса, рядом с ней ставят актеров первой величины, и она не теряется на их фоне. Напротив, она будто поднимает планку всей сцены, заставляя партнеров играть на пределе. Но это был лишь первый сигнал масштабности этого этапа, потому что «Розы и грехи» задуманы как долгосрочный и серьезный проект, а не мимолетный успех. Сериал стартовал в октябре 2025 года, и с первых эпизодов стало ясно, что здесь нет места поверхностным решениям. Сюжет, наполненный моральными дилеммами и скрытыми конфликтами, требует от актрисы максимальной концентрации и психологической точности. И именно в такой среде Джемри Байсел чувствует себя особенно уверенно. Сегодня ее имя уже звучит не как обещание, а как гарантия качества. Когда в титрах появляется Джемри Байсел, зрители ожидают не просто красивую картинку, а настоящую эмоциональную глубину. «Розы и грехи» стали доказательством того, что она может не только вести сериал, но и формировать его тон и атмосферу. В индустрии все чаще говорят, что именно такие проекты определяют, кто останется в истории турецкого телевидения. Этот этап ее карьеры выглядит как кульминация долгого пути, где каждый предыдущий шаг был подготовкой к сегодняшней уверенности. От случайной модели до главной героини большого драматического полотна такая траектория встречается крайне редко. И именно сейчас Джемри Байсел находится в точке, где ее выборы имеют вес, а ее присутствие может менять судьбу проекта. «Розы и грехи» стали не просто очередным сериалом, а витриной ее зрелости и профессиональной власти. В 2025 году она больше не доказывает, что может, она просто делает и этим задает стандарт. Ее Зейнеп Джандан – это образ женщины, которая светит даже в окружении тьмы, и в этом есть отражение самой Джемри. Она прошла через комедии, исторические драмы и криминальные истории, чтобы прийти к роли, где можно объединить все это в одном сложном портрете. И именно такие роли делают актрису не просто популярной, а по-настоящему значимой.
При всей этой мощи, красных дорожках и громких заголовках Джемри Байсел умудряется сохранять образ, который сбивает с толку даже самых циничных журналистов. Пока таблоиды раз за разом возвращаются к ее отношениям с Айтачем Шашмазом, партнером по сериалу «Игра судьбы», сама актриса словно ускользает от навязчивого света софитов. Их роман годами не сходил с новостных лент, превращаясь то в сенсацию, то в предмет горячих обсуждений, но Джемри упорно отказывалась превращать личную жизнь в главный сюжет своей карьеры. Она будто говорила всем своим поведением, что настоящая драма должна происходить на экране, а не в сплетнях. Вместо светских вечеринок и бесконечных фотосессий она выбирает куда более тихие и почти интимные ритуалы. Даже в перерывах между съемками Джемри можно увидеть с блокнотом и карандашом в руках, когда она делает быстрые наброски и уходит в мир красок. Живопись для нее не просто хобби, а лучшая терапия, как она сама это называет, способ сохранить равновесие в мире, где все вращается вокруг внимания и лайков. Этот образ актрисы, которая прячется от шума в искусстве, выглядит особенно притягательно на фоне безумного шоу-бизнеса. Но это был лишь первый штрих к ее внеэкранному портрету, потому что именно в таких деталях раскрывается ее настоящая сущность. Она не стремится выставлять на показ каждый шаг и каждую эмоцию, предпочитая говорить с миром через свои роли и картины. Фанаты обожают ее за эту редкую для звезды сдержанность, за ощущение, что перед ними не глянцевая кукла, а живая и думающая женщина. В эпоху, где скандалы часто ценятся выше таланта, такая позиция выглядит почти дерзко. Контраст между ее экранной страстностью и внеэкранной скромностью создает особую магию вокруг имени Джемри Байсел. С одной стороны, она может разрывать сердце зрителей в драматических сценах, а с другой – спокойно сидеть с кистью и бумагой, будто весь мир ждет за дверью. Этот баланс между славой и внутренней тишиной делает ее образ еще более загадочным и притягательным. И, возможно, именно в этой гармонии скрыт секрет того, почему публика чувствует к ней не просто интерес, а настоящую эмоциональную привязанность. Именно поэтому Джемри Байсел сегодня окружена не просто поклонниками, а почти культовой любовью зрителей. Ее искренность чувствуется сквозь экран, словно она не играет, а делится с публикой частью собственной души. Позитивная энергетика, которую она несет в кадре, действует как магнит, притягивая к ней людей самых разных возрастов. А ее экранная химия с партнерами превращает даже самые простые сцены в моменты, о которых потом говорят неделями. Критики, которые обычно не склонны раздавать комплименты, относятся к ней с редким уважением. Они отмечают ее аналитический подход к ролям, отточенный художественным образованием, и умение превращать персонажей в живые, сложные личности. Для них Джемри не просто красивая актриса, а профессионал, который понимает структуру сцены, ритм и внутреннюю логику образа. Такое сочетание популярности и профессионального признания встречается крайне редко. Но это был лишь первый уровень ее феномена, потому что в ней удивительным образом сошлись доступность и звездность. Она может выглядеть как девушка из соседнего дома и одновременно как икона экрана, и именно этот контраст делает ее такой притягательной. Зрители чувствуют, что могут ей сопереживать, а индустрия видит в ней надежного и глубокого исполнителя. В этом и кроется та самая формула ее устойчивой славы. Сегодня Джемри Байсел стоит на точке, где любовь публики и уважение критиков переплелись в единый поток. Ее называют девушкой романтической комедии за успехи в проектах вроде «Игра судьбы», но также высоко ценят ее переход к серьезной драме в «Спаси меня» и «Розах и грехах». Она доказала, что умеет не только очаровывать, но и поражать глубиной. И именно поэтому ее имя уже сейчас звучит как одно из самых сильных и значимых в мире турецкого телевидения. Вот и подошла к концу эта захватывающая история о Джемри Байсел, женщине, которая сумела превратить талант, характер и немного судьбы в настоящий телевизионный триумф. Если вам было интересно заглянуть за кулисы ее жизни и карьеры, обязательно поддержите этот ролик.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать самые горячие новости и самые громкие истории из мира турецких сериалов. И самое главное, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о Джемри Байсел, какие ее роли вам ближе всего и о ком из турецких звезд вы хотите увидеть следующий выпуск. Ваше мнение помогает каналу расти и делать новые, еще более интересные видео. Спасибо, что были со мной, и до скорой встречи в следующем выпуске.